Намасте, дорогие друзья! Не случайно сегодня я здороваюсь с вами на хинди. Необычные гости сегодня в нашей студии. Сейчас расскажу о них подробнее. Это Айнура Утешева, руководитель студии индийского танца, а также Шрути Кош, преподаватель индийского классического танца, Трилок Нараян Тарак, преподаватель по йоге, а также они являются преподавателями. С вами Вивинанда, культурного центра при посольстве Индии в Казахстане, город Нур-Султан. Доброе утро вам и свагатам, если правильно произнесла, надеюсь, что это так, что переводится как «добро пожаловать». Рада видеть вас сегодня в нашей студии и хочу задать вам свой первый вопрос. Вы приехали в наш город с мастер-классами. You come together with master class on Костанай. Как они будут проходить, что ждет костанайцев? 17 мая, то есть сегодня, с 6 часов в Краеведческом музее Павла Царина будут проходить мастер-классы по йоге и катхаку с 7 до 9 часов вечера. 18 мая вас ждет концерт в ДК текстильщиков в 4 часа, вход бесплатный. И 19 мая с 9 до 12 будут проходить мастер-классы в школе танцев Елены Иванцовой по адресу Павла Царина 108. Мастер-классы будут бесплатными. То есть все абсолютно Да, бесплатно, всё бесплатно. и все желающие могут Все прикоснуться к индийской культуре. У меня вот есть информация, что вы, Айнура, у нас владеете хинди. Как вы его выучили? Через интернет и по фильмам учила. В библиотеке Толстого был словарик. Я ходила туда по выходным и изучала хинди с помощью словарика. Вопрос к преподавателям. Как давно они в Казахстане? How many times you in Kazakhstan? One year, more than 1 year. We completed here. I came in March 2018 and he came in February 2018. So yeah, little over 1 year we are here. Они здесь уже больше года. Шрути приехала в марте, а мистер Трилок приехал в феврале 2018 года. Уже успели познакомиться с нашей культурой? Что-нибудь нравится, что-нибудь удивило? What you like in Kazakhstan and in culture of Kazakhstan? What is shocked for you? First of all, the music. I have had a little chance to look at folk dance forms of Kazakhstan and dobra, the music. So I think that's very, very interesting for me, and that's my point of interest. Secondly, the landscape. I haven't had the opportunity of traveling a lot, but I have gone to a few cities, and it's a beautiful country. The landscape is beautiful, and in both the seasons, in summer it is a particular kind of beauty, in winter it's a different kind of beauty. So it's a beautiful country. Больше всего понравилось народные казахские танцы, дамбра. И она путешествовала немного, в некоторых городах была. Ей очень понравилась наша страна. Летом есть своя красота, и зимой очень красиво в Казахстане. Что запомнилось мистеру Трилоку, что удивило, что понравилось? What you like in Kazakhstan mostly? Here I like the peoples. They have eager to learn many more things. So when I'm taking my classes, so there is many more people. They making the queue, and we want to learn the yoga and the landscape, like Shruti saying, and the cities, the cultures, the dressing costumes. They are really very beautiful. The designs of the jewels, they are really very beautiful. Очень нравятся люди приветливые, приходят на занятия йогой и интересуются йогой, занимаются. Также понравилась наша страна, как Шрути, и очень красивые казахские наряды, украшения, одежда. Все очень красиво. Культура. Много ли казахстанцев интересуются индийской культурой? Что-нибудь уже удалось им отметить? Много ли занимаются индийскими танцами? Популярна ли йога? Я знаю, что в нашем городе йога, по крайней мере, очень популярна. Наверное, многие из нас ей когда-нибудь отчасти занимались. Да, очень популярна. Многие посещают культурный центр в Астане. Там занятия проходят по катхаку, Болливуду, йоги и музыка. Сегодня, к сожалению, нету музыканта по обстоятельствам, а так там проходят занятия. Сколько Шрути занимается танцами и как давно преподает?
how many years you teach dancing? Okay. So this is, as I said, 1 year in Kazakhstan. Before that in India, I taught for 7 and 8 years, between 7 8 years. Then I was in Sydney for a short while. I was studying there. So there also, as a part of my study, I used to teach graduate students and outside also master classes. В Казахстане уже год преподает, и до этого в Индии 8 лет. До Индии она еще ездила в Сидней, где проходила курсы обучения и давала мастер-классы. Если судить по индийским фильмам, то там танцуют буквально все. На самом деле это действительно так? If we watching many Indian movies, in every movies people are dancing. So it is true Причем, that что бы every ни Indian, происходило, какое бы событие ни происходило, они it's танцуют true и that поют. every person in India dancing. Well, it's true that dance and music are a part of our life, because in every celebration, whether it's a wedding, it's a childbirth, or it's harvest, or it's a new season, it is related to dance and music. And it is true that each Indian, whether they are not trained in, I mean, like they don't take training as such, but they are very keen about dance and music, and in every occasion, if you just play a music, they will burst out into dancing. So I think, yes, culturally we are more inclined towards music and dance, yes. Можно сказать, это правда, потому что танцы и музыка – это часть культуры Индии. Может быть, не все занимаются танцами профессионально, но на свадьбах, на днях рождениях они обязательно танцуют, поют. То есть действительно, что бы ни происходило, люди улыбаются, танцуют и поют, да? Йогой много ли занимаются людей в Индии? Это тоже часть культуры? How many people are learning yoga in India? In India? Yes, in Oh, India. It's not countable in India, because this yoga is just not like a physical practice. It's our lifestyle. So when you are going to clean your house, so that one is that postures what you are doing that time. That is also one kind of yoga posture. That is the only one kind of yoga physical practice. Yes. So it's not only the physical practice. It's relate to our lifestyle. How to manage our life. How to manage our day-to-day life, and how do we talk, how do we eat, everything. So we count to how many people they are practicing every day or learning every day. Yeah. Для индийцев йога это не только то, что в нашем понимании физическая вот нагрузка. Для них это стиль жизни, то есть как мы едим, когда мы ложимся спать, когда мы встаем, как мы убираемся. То есть это не только физическая, это и душевная практика. Поэтому очень сложно сказать, сколько человек занимается танцами, йогой. Ну, то есть это не в нашем понимании, как Да. мы приходим в спортзал, да, 3 раза в неделю и посвящаем какую-то определенную часть времени, а закрывая двери Да. в спортзале, мы как-то становимся уже не относящимися к этой культуре, да? Хорошо. Такой вот у меня, знаете, родился вопрос, а что-нибудь понравилось в нашей кухне? Вот почему-то вот такой вопрос у меня родился к нашим гостям. Какое-нибудь блюдо особенно понравилось? What most you like in Kazakh foods? I love to eat meat actually. So yeah, meat, I would say. Очень нравится мясо шрути. And you, Trilok, what you like in Kazakh foods? First borsak. It's very famous to everywhere, and so many, but it's very difficult to pronunciate. Yes. Like kasa. I like kasa. Баурсаки очень нравится. And what also? Kasa. Kasha, that rice Kasa, and milk, I like think. rice and Рисовая milk. каша. Вот так Да, ну вот. потому что йоги у нас вегетарианцы, поэтому немножко сложно привыкнуть к нашей кухне. А так нравится баурсаки. Живете в Казахстане, да, в Нур-Султане. Скучаете ли по Индии, по родной стране? You live nowadays in Nur Sultan. Do you miss India? Yes, we miss India, but you know, we miss sometimes. We are busy to every day to meet to so many peoples.
So that time the peoples, they giving their love and the affections. So that time we forget the family. Yes, and that time they are our family. So whole the day we are just working with the local peoples, the Kazakh peoples. So that time we not remember to family or India. After the office hours, yes, we miss the India. Да, конечно, они скучают по Индии, но когда они работают, то ученики, которые приходят на занятия, это их семья. Они дают им очень много любви и заботы. Поэтому в это время они забывают о своей семье. На время занятий ученики – это их семья. А когда занятия заканчиваются, наступает Да. такой коротенький момент ностальгии, да, по родной стране. Шрути? My answer would be same, like yes and no. Yes, because my family is there, my parents, my husband, my friends, with my teachers, they are there. So when I see something here like a theater or a dance or something, I feel like sharing it with them. I feel I wish they were here. So you definitely miss. But at the same time, we spend most of our time in the office in the cultural center, from morning till evening, sometime till late evening, and I'm dancing. I'm interacting with students of different age, from 6 to 60 years. So there's a lot of cooperation, a lot of love, a lot of understanding. I learn a lot of things from them, from my colleagues, each and every day. Not just dance, it's a lot of things that I get to learn about the city, about the culture. So I love being here. So yeah. Да, она тоже скучает, но она очень любит здесь жить. Поэтому ей очень нравится в Казахстане. По Индии, конечно, тоже скучает. Потому что она всегда танцует, и это дает ей возможность забыть об Индии. Некоторое время она не жила в Индии, потому что она была в Сиднее, в Лондоне, поэтому Со временем да. отвыкает от родной страны, да? Скажите, готовите ли вы здесь блюда индийской кухни? Понимаю, что находясь здесь совсем другие продукты, что-то такое удается, похожее на привычную еду Do you готовить? cook in Kazakhstan Indian food? Do you cook? You. Yeah, Indian food. Sometimes at home I do. And you, Tulok? Every day. Каждый день Say готовит, every да. day. Хорошо. Что касается, если вернуться немножко к теме танцев, да, хотелось бы спросить у Шрути, отличаются ли методы, да, преподавания и вообще сама техника исполнения индийских танцев у нас здесь, в Казахстане, от того, что является истинным индийским танцем, либо уровень наших педагогов достаточно высок? Have difference between dance teaching in Kazakhstan of Indian dance and in India? What is the difference? First of all, language. For example, when I'm teaching in India, if I'm teaching a Bollywood or any Hindi song, they know the language. So people here do not know. But honestly speaking, that has never been a problem for me, because I tried to learn the numbers after I came to Kazakhstan, so I can speak the numbers in Russian. It helps in explaining the beat and the rhythm of the song. And nowadays we have so many technology, you can translate the song, you know, and you can tell them the meaning. And most important, I think human emotions are universal. So if you're talking about love, if you're talking about you know, a child's love for her mother or mother's love for the child, or if you're talking about sadness or anger or anything, these emotions are not limited to a country, it's universal. So I try my best to translate, and some of my students do speak English, they help me a lot, so they translate the meaning of the song, and I also try and explain the context of what the song is, what the rhythm is, what it comes from, where it comes, so they do understand. But yes, language I think is the main thing. And what's level of dance teachers in Kazakhstan who give to people Indian dance? What is the level of Aigirim or people Aigirim from Temirtau? Oh, I would say they are doing a fantastic job, because and to- we have difference. yes, well, it's, I won't comment more on the standard, because I'm not in a position to do that, because I come from India. I've lived and studied there for so many years. People staying outside India, and they're trying their best to, you know, to get access to the resources. Yes.
and from internet. Internet is now available, but say for instance 10 years ago, 20 years ago, people who are staying here to be able to understand, learn, to be able to go to India, visit and learn, it's a huge task, and I see a lot of effort and a lot of love and a commitment, a devotion towards that art form. So whoever I have seen, Akmaral from Temirtau, I get him from Arkelik, you from here, I think fantastic work there. All of them are doing fantastic work. Шрути говорит, что преподаватели в Казахстане, которые преподают индийские танцы, фантастические, великолепные, хорошо. Но есть различия. Мы живем в Казахстане и учим танцы здесь, ну, благодаря интернету. А они, живя в Индии, у них немножко другое. Здесь мы переводим нашим ученикам значение каждого движения, а там они уже знают, и в этом плане легче. Языковой барьер, эмоции. У них во время танцев очень много эмоций. Гнев, грусть. Все гамма Да, чувств. вся гамма чувств. В этом различие. В языке то, что нужно нашим переводить значение песни, в Индии этого делать не нужно. И Даже по так. эмоциям. И эмоции, наверное, Да. у нас более ограниченные, да, мы не Да. такие темпераментные, наверное, не все люди, но тем не менее темперамент там более развит. Что касается подготовленности людей, которые занимаются йогой, каков их уровень? Многие практикуют йогу на достаточно хорошем уровне. What is the level of people who practice yoga in Kazakhstan? In Kazakhstan, oh, it's a huge. Really, I have taken more than 5 classes, continuous 3 classes. Then after in the evening, again 2-3 classes. So people, they are eager to learn and they are aware for their health. You know, sometimes they are very old. They are like 90-year-old, but they want to learn yoga. So sometimes it's very trouble for me because their health and their ages need to care, but they want to learn and they are coming via bus, they are coming via walk. So it's really very good for me to teach here. Really, it's awesome. I visited so many countries and so many places and I teach there, but now here it's a very good experience for me, really. Подготовленность наших людей очень высокая. Все хотят заниматься йогой, независимо от возраста. Трилок был во многих странах, но ему здесь больше всего понравилась подготовленность людей к йоге. Даже так. И давайте, наверное, вернемся к нашим мастер-классам, напомним, когда они будут проходить, и давайте, наверное, поясним, кого же вы все-таки на них ждете. Могут ли прийти все желающие? 17 мая сегодня в Краеведческом музее с 7 до 9 будут проходить мастер-классы по йоге и катхаку. Все желающие могут подходить, независимо от возраста. 18 мая в субботу вас ждет Нужна концерт. какая-то особенная одежда? Для йоги, ну, если футболочка и лосины свободные, для танцев тоже подойдет. А индийские танцы танцуют босиком. Это на заметку, да? Да. 18 мая вас ждет концерт. Нас поддержал коллектив школы танцев Елены Иванцовой, студия актерского мастерства Star Kids под руководством Анастасии Сериковой и ансамбль индийского танца Натараджа из Аркалыка. Вас ждет очень много сюрпризов. И 19 мая с 9 до 12 вас ждут мастер-классы по йоге и катхаку, и Болливуду еще. Одежда такая же свободная. Чтобы было просто удобно Да. заниматься, да? Если кто-то не захочет заниматься, может просто прийти за хорошим настроением и Посмотреть. познакомиться с частичкой индийской культуры. Я думаю, что гости нашего города тоже будут очень и очень рады пообщаться с кустанайцами. Что-то запланировано из приятного для наших гостей, куда собираетесь сводить? Вчера мы были в музее Ибрая Алтынсарина. Сегодня планируем посетить Краеведческий музей до начала мастер-классов и покатать их по городу, показать набережные наши. Вчера мы посмотрели старую набережную, сегодня планируем показать новую набережную. Что-то уже понравилось? What you like in Костанай?
We had a little walk yesterday evening and we went to the museum. It's a very nice, beautiful city, and there's a kind of peace and calmness and tranquility in the city. В Костанае им понравилось, что вечером у нас очень спокойно. На хинди это будет шанти. Очень мирно, спокойно в Костанае. В музее очень захватывающая история Ибрая Алтынсарина. Они были удивлены. Трилог. Трилог, and you, what you like? It's relate with my emotion. My home is a nearby river. So yesterday evening we visited there nearby the river. So I just feel it's like my home. Really, it's very beautiful, and I told so many times and many times. Really, Kostanay is a really very beautiful city. I visited yesterday one small museum. It's related with the first teacher in Kazakhstan. It's really very nice. His work is very nice. He gave the literature and the literacy to here. It's a very ancient time. It's really very good. Вчера мы были на набережной. Дом мистера Трилока находится тоже возле реки, и он почувствовал себя, будто он дома. В музее Ибрая Алтынсарина удивило, что он первый открыватель школ. Это была очень интересная история. Ибрай Алтынсарин первый открыватель школ. То есть это уже запомнилось. Да. Желаю, конечно же, нашим гостям нашего города еще приятных впечатлений, еще приятных эмоций, конечно же, от прогулок и путешествий. Я думаю, что есть еще в нашем городе красивые места, которые вы просто обязаны им показать, Айнура. И желаю, конечно же, чтобы мастер-классы прошли с успехом, чтобы костанайцы прикоснулись к индийской культуре и, конечно же, получили удовольствие от общения с замечательными людьми. А если честно, друзья, то энергетика сейчас в студии такая у нас добрая, положительная. Даже не хочется прощаться с нашими гостями, но, к сожалению, эфирное время заканчивается. Поэтому я думаю, что те, кто пропустил даты, вы сможете посмотреть запись эфира и записать для себя, когда же мастер-классы пройдут. А мне остается вам напомнить, что сегодня у нас в гостях были Айнура Утешева, руководитель студии индийского танца Шакти, Шрути Гhosh, преподаватель индийского классического танца, и Трилог Нараян Тарак, преподаватель по йоге, преподаватель с вами Вивинанда культурного центра при посольстве Индии в Казахстане, Нур-Султан, город они представляют. В нашей программе еще, друзья, впереди много интересного, поэтому оставайтесь на нашем канале.